Представители знака зодиака Скорпион. Скорпионы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад на неделю с 7 по 13 октября. Давайте узнаем, как видят эту неделю, в каких энергиях карты Таро. Будем, конечно, реалистами, всегда говорю об этом. Любой прогноз о вашей личной жизни, о всех перипетиях и тонкостях не передаст. Но мы размышляем вместе. Предполагаем и допускаем наличие альтернативных вариантов развития событий. И может быть наш второй расклад один из тысячи этих вариантов. Но давайте посмотрим, о чем нам хотят рассказать карты. И что для вас будет важно, что нужно вам знать. Давайте узнаем. Первая карта. Достанем карту Таро «Неожиданность». Что вам может помешать? Что же вам будет помогать, мои дорогие скорпионы? Какие энергии? И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес, согласование, учеба, документы. Что денежная энергия, как из себя представляет, как видят карты? Что в личной жизни? И достанем карту совет. Но есть какая-то конфронтация по тому или иному вопросу. Пятерка мечей, пирова победа. Всегда хочется по этой карте настоять на своем. Но как будто бонусов мы от этого не получим. Мы можем пытаться что-то настаивать, а как это дело потом обернется вот как раз альтернативно. И нам придется с теми людьми, к примеру, в которых мы, вот есть такое выражение, в контрах. Так вот, с кем мы в контрах, нам придется потом договариваться, и сделать это бывает сложнее. Есть какой-то незакрытый у вас гештальт, и его закрыть нужно в каком-то таком, нейтральном режиме, чтобы не было недопонимания. Может быть, и у вас есть какая-то ситуация, которую вам тоже хочется прояснить, поэтому где-то терпение. Можно, знаете, думать, что я какой-то путем доказательств вопрос решу, но по пятерке мечей проигрыш какой-то вполне вероятен. Карта не обещает, но она просто сразу дает совет. Ты сохраняй собственные принципы. Ты себе на горло не наступай, но при этом тебе нужно как-то гибко провзаимодействовать с людьми. И даже если они вас приводят в бешенство, мои дорогие скорпионы, а вот как бы взаимодействовать элегантно с ними стоит. Вы себе не создадите каких-то проблем. Что же за неожиданность? А тут никто вам проблемы, кстати, не собирается создавать. Это ваш какой-то, может быть, более воинственный настрой. Поэтому внутренний настрой, может быть, и правда, вот это чувство, как меня все достали, извините, оно может рваться наружу и где-то переключаться на тех людей или вопросы, которые к этому не имеют отношения. Поэтому не злитесь где-то или, не серчайте на весь мир, потому что это как бы не помогает. А тут неожиданность, какая-то приятность к вам приходит по шкубков. И это как-то, например, по-новому решить тот или иной вопрос, или пойти с кем-то на мировую, мои дорогие, или какое-то дело согласовать. Да, возможно, вам придется изучить этот вопрос. Или все же паш, да, еще есть некоторая незрелость, или ваше незнание по той или иной теме. Значит, набрать эту информацию, достать информацию, или проконсультироваться с кем-то, как это мне лучше обустроить, решить, закрыть какую-то тему. Вот это определенно стоит. Но это лояльная энергия, что-то приятное. И, в принципе, хорошее настроение нам предлагают на этой неделе. Но, да, вот насколько полярные карты. Но, может быть, и была за предыдущие недели какая-то тема, которая действительно, она вас уже и измотала. Но не застревайте в прошлом, идем вперед. Тут как раз возможности что-то раз и навсегда решить или решение какое-то в другом ключе для вас обустроить. И пятерка кубков у нас выпадает как раз. Чему сейчас не время? Вот мы сказали, чему сейчас не время. Пятерка – это всегда недостаток. И если вот здесь в основе лежит недостаток взаимопонимания, то по пятерке кубков у нас идет недостаток того, что бы мы хотели получить из того, что мы представляли прежде. А оно вот прежде уже и так не состоялось.
И теперь какая-то мы получаем как итоговую ситуацию. И нас она обезоружила. Мы сидим и думаем. Вот как этот человек, это карта апатии, потому что это определенный стопор, когда у нас мы думали об одном, а пошло оно совершенно как-то в кривь и в кость. Но карта говорит, этому не время, это тебе может помешать. Есть конкретная тема, вопрос, который вы именно теперь можете согласовать, уладить. Мои дорогие скорпионы, у вас есть одно волшебное качество, и неважно, девочки меня смотрят или мужчины. Ваша улыбка, если вы смотрите собеседнику в глаза, а взгляд у скорпиона он особенный. Так вот, если вы смотрите в глаза и при этом искренне улыбаетесь, даже тому, кого вы видеть не хотите, сыграйте в конце концов. Вы, считайте, уже 50% завоевали друга или нейтрализовали какую-то патовую ситуацию. Поэтому улыбнитесь как минимум своему оппоненту, если для кого-то конкретно действительно проигрывается конфликт. И конфликта как не бывало. Что вам будет помогать? Когда вы будете лояльны где-то к миру или кому-то скажете, я рассмотрю все варианты. Вот буквально так. И для самого себя это альтернативные варианты, буквально. Это карта, когда у нас действительно мы должны с чем-то определиться. Но, может быть, определиться сложно, потому что варианты разные. И какой из них лучший? Раз вот эта карта, она вообще при всех раскладах достаточно редко выпадает в позицию, что помогает. И значит, будьте открыты миру, будьте открыты диалогу, будьте готовы рассмотреть вот эти самые разные варианты. И вы найдете, поверьте, Паш Кубков для себя самый приемлемый. Он будет хорош как и для вас, так и для какого-то другого человека, для организации, для каких-то согласований. Ну, практически на все сферы жизни можно это перенести. Дела, работа, бизнес и все, что я перечисляла, учеба. И здесь, правда, учеба проходит по пажу Пентакли, он никуда не торопится, но все же изучает и действует. Значит, есть какая-то тема, кому-то это можно, ну, как подсказка идет. Ты действительно какой-то вопрос должен как и рассмотреть, так и изучить. Может быть, вот эти 7 направлений, да, ты выберешь одно, но и остальные 6 нужно детализировать. Понимаете, с какого боку подойти, да, или из какого кабинета начать какие-то согласования или какой-то вопрос решать. Вот должны быть какие-то минимальные знания по какой-то теме у вас. Или это должно быть достоверно, вот об этом нам тоже говорят. И при том мы принимаем, ну, где-то вот эти альтернативные варианты, что мало ли чего касается вопроса, но вдруг добавятся какие-то обстоятельства. И это тоже вам помогает. И тогда где-то обстоятельства учесть вам тоже придется. Пока какой-то есть путь, который вы начинаете как будто заново. Или пытаетесь какой-то вопрос, кстати, застарелый, решить тоже заново. Но не повторением каких-то прошлых методов, способов. Они не помогут. Потеря времени и разочарование. А именно вы ищете вот эти новые варианты про взаимодействовать или что-то согласовать, оформить, сделать, совершить. И чтобы это где-то было правильно, удобоваримо по деньгам, вот я так скажу, все же Пентакли. Или вы учитесь, изучаете какое-то новое направление по части ваших заработков, как это дополнительный доход. Или вы желаете, у кого-то учеба проиграется конкретно, еще на начальном этапе, когда вы тоже понимаете, не какое-то дело наскоком не решишь. Придется рассматривать что-то детально. Вот об этом нам хочет сказать карта. Деньги. Карта заслуженного успеха. Да, у вас, вот что бы вы тут ни задумали, и все то, что я сказала по верхнему ряду, эта карта подтверждает. Почему? А потому что какой-то путь нам придется пройти в одиночку. С одной стороны, это, как знаете, вы исследуете непознанную землю без карты. И непонятно, еще и темновато, и как там разовьются события, тоже не просчитаешь. Это карта мужества, потому что идти вперед придется. Но искусство мелких шагов и карта заслуженного успеха говорит, если ты будешь продвигаться, пусть шаг за шагом, может быть, изучая, может быть, медленно, рассматривая все какие-то нюансы, у тебя как раз 100% твоего успеха получится. Для кого-то это будет не просто конкретное дело,
а новые способы заработка посредством интернета, иногда эта карта проигрывается. Рост вашей популярности, а если для бизнеса это карты, то тогда расширение как будто, да, нам говорят, пробуй новые рынки, новые способы взаимодействия, пробуй аккуратно. Вот опять же, изучай. Вам это дважды как будто будет и помогать, и во благо. Но если мы про деньги, может быть, кому-то из вас придется буквально совершить поездку для того, чтобы разобраться по какому-то вопросу. И здесь могут быть, к примеру, вопросы, связанные с вашим местом проживания. И значит, вам придется съездить, может быть, или в инстанцию, или, может быть, в то место, куда вы хотите переместиться, и там на месте разобраться по какому-то вопросу. Этого я тоже не исключаю. Личная жизнь, ну надо же, тут сама судьба, мои дорогие скорпионы, пытается что-то изменить и в личной жизни. И нам говорят, вот есть какая-то рулетка судьбы, есть какая-то игра, но это высшая игра, это высшие силы. И поэтому то, что у тебя уже не получилось, не пытайся в одну реку войти дважды, не пытайся какой-то свой, пусть даже положительный опыт повторить, он не сработает. Как-то действовать придется по-новому. И быть готовым к этим неожиданностям. И, может быть, с учетом 4 мечей. Быстро собраться, куда-то отправиться. Почему? Колесо фортуны. Мы чего-то не можем отложить на потом. Если мы думаем, что я об этом подумаю завтра, или я узнаю что-то, а карта говорит, а завтра у тебя не будет этой возможности. Здесь, в моменте здесь и сейчас, где-то придется прожить эту неделю, но она перед вами откроет какие-то совершенно новые перспективы. Может быть, стабилизировать как свою жизнь, или какие-то вопросы, или вот то, что новое приходит на ваш порог, каким-то образом тоже обернуть себя. Здесь, знаете, как судьба вас будет избавлять от того, что уже не работает, не служит действительно вашему прогрессу. Не случайно 6 мечей, пусть и на деньги. Нам показана девушка, которая плывет в темноте на ладье. Она отплыла от старого берега и даже туда не оглядывается. Давайте карту совет. Аркан повешенный нам о чем говорит? Не торопись. Не торопись, потому что у тебя, во-первых, то что-то ускорится, и ты не должен себе создать многозадачность, когда будешь рваться в 5 мест одновременно. Вот такого быть не должно. Но и сам, с другой стороны, не оплошай какими-то своими действиями или бездействием, или подписанием каких-либо документов. Это важно. Не загони себя в какие-то обязательства или в какую-то тупиковую ситуацию, из которой в последующем тебе придется выбираться сложнее и в одиночку. Всегда тупик по аркану повешенный. А вот как раз наоборот, то, что было в каком-то застое, в каком-то стопоре, вот как эта карта. У нас вроде бы, это ведь человек повешенный, он специально вот так себя сам подвесил. Это не насилие над ним, нет. Это он хочет увидеть что-то с другого ракурса. И мы с вами весь расклад как раз только об этом и говорили где-то. И вот если мы будем допускать альтернативные варианты развития событий, то как будто ситуацию можем перевернуть, решить даже очень сложный вопрос. И посмотрите, это какой-то волшебный танец. Тут у нас и пентакли, и вот эти цепи, они его абсолютно не сковывают. Это просто, ну, действительно волшебный танец, потому что человек умеет вот даже в какой-то очень сложной ситуации найти выход, и более того, он становится победителем. Вот какую-то застарелую, замшелую, может быть, тему вы можете решить, или тот вопрос, который, мои дорогие скорпионы, вы не знали, как к нему подступиться. И вот если вы вот эти вот новые альтернативные варианты рассматриваете, для вас, мои дорогие маги и волшебники, нет ничего невозможного, а судьба вам пытается помочь. Кстати, и в личной жизни тоже. Просто все предыдущие карты не совсем о любви, но у кого-то как раз, ведь этот паж кубков может говорить о новом знакомстве. И значит, какой-то вам
Либо жизненный пасьянс нужно любовный разложить, но пока еще не очаровываться, чтобы не разочаровываться. Принять во внимание, что насладиться этим моментом шикарно, но пока еще строить планы на будущее может быть и преждевременно. Позвольте судьбе в вашей жизни расставить все по местам. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые скорпионы, это правда, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.